А что если все эти мамкины эксперты правы? Ну, сейчас проверим. У меня было два совершенно одинаковых моторчика. Они даже по цвету одинаковые, у них одинаковые шестерни на валу. И один я перемотал, как многие советовали. Кстати, можно заметить на щетках моторчика, который стоял на этой машинке, они уже стерты почти до дыр. В то время как с нового моторчика щетки в полном порядке. Для начала теста посмотрим, сколько потребляет с лабораторного блока питания машинка на стоковом моторчике. Можно заметить, что это около 200 мА. Ну а теперь я подсоединю тюнингованный моторчик и посмотрю потребление. А потребление, я скажу, немалое. Такое потребление просто вмиг разрядит батарейки. К тому же, при токе свыше 2,5 ампер, транзисторы в драйвере, на плате который, они просто сгорят, потому что такой большой ток, он их нагревает до невозможности за короткое время. А если машинку нагрузить с этим новым мотором, то она уже никуда не поедет. Посмотрим, как он двигается, если подсоединить напрямую, не через драйвер. А крутит он, я скажу, неплохо. На видео незаметно, но с моторчика идет дым в этот момент. Свыше 8 ампер. Это немыслимо для пальчиковых батареек. Они не способны выдать такой ток. Теперь заценим, как моторчики крутятся сами, если подсоединить их просто напрямую. Да, это немыслимо. Ну что я скажу, фигачит новый моторчик неплохо, если подсоединять его напрямую, но при малейшей нагрузке на валу он останавливается, ток возрастает и идет дым. То есть это не катит вариант использования машинки от батареек. И драйвер долго не проживет в таком режиме, даже если поставить аккумулятор 18650. Что ж, отвечу этим мамкиным экспертам, этой армии школьников, которые просто засрали все комментарии с своими диванными мнениями, скажем так. Вам надо понимать разницу между мощностью двигателя, скоростью вращения и моментом, который он может выдать. То есть при новой обмотке скорость вращения будет, конечно же, выше, потребление тока намного выше, а момент будет никакой. То есть даже если намотать меньшее количество, то есть большее количество витков, как-то вместить, и она будет все-таки ехать, стоит ее чуть-чуть нагрузить, то есть вот как я, к примеру, положить сверху 100 грамм обмотку припоя, моток припоя, и она уже не поедет. А ваши батареечки, которые вы купили, сэкономив на обедах в школе, разрядятся вмиг. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.